Всем привет! На современной карте нашего города сохранились следы москалей, немцев и репрессированного директора. Померки, Рашкина дача, Гончаровка, Журавлевка – эти районы не носят статус административных, но помогают ориентироваться в городе, вовсю фигурируют на картах, да и просто греют душу своим незамысловатым уютом. В самом деле, куда приятнее сказать «я живу в Липовой роще», чем на юго-западе Новобаварского района. Всего в Харькове около 56 таких народных районов, у названия каждого из них своя история. Иногда вполне понятная, аэропорт Немышля-сортировка, а порой почти необъяснимая. Например, несмотря на то, что названия Восточный и Новозападный, казалось бы, говорящие, второй район совершенно не соответствует своему географическому положению на карте. От Восточного его отделяет всего несколько кварталов. Раньше очень любили называть объекты сообразно с идеологическими мотивами. Так в Харькове появились и прижились Красный Луч и Красный Октябрь. В свое время они задумывались как коттеджные кварталы, но до конца проект так и не довели. Еще несколько районов получили имена в честь революционеров и других персон. Имени Артема, например, или Новожанова. Последняя названа в честь первого директора строительства коксохимического завода. Это было в 20-х годах прошлого века. Григория Новожанова вскоре репрессировали, а название района менять уже не стали. Раньше эти места назывались пасторально – хутор Мирская роща. Кстати, пользуясь случаем, хочу вам сообщить для тех, кто еще не видел, на канале есть видео про Мирскую рощу или Скуридину дачу, отрывок из которого вы сейчас видите. Полностью посмотреть его можете, перейдя по ссылке в описании к видео, которое сейчас смотрите. Район Новые дома начал активно застраиваться в 60-е годы и являлся, согласно проекту, жилмассивом Новый Харьков. Но банальное по сути название не прижилось. Интересно, что в истории застройки города в советское время было еще две попытки под названием Новый Харьков. До революции в районе нынешней Шишковки и в 1930-е годы на востоке. Этот массив планировался как город-спутник, но все же вошел в черту Харькова. Немало районов – это бывшие села, со временем влившиеся в разрастающийся Харьков. В частности, такая доля постигла Алексеевку – деревню, принадлежавшую известному харьковскому роду Квитки. Один из них – Григорий Квитка-Основьяненко. В районе нынешней улицы Алексеевской в 1920-х годах была построена церковь, вокруг которой разрослось селение. Бывшей деревней является и Павловка. Изначально она располагалась на стыке улицы Новгородская и улицы Клочковская. Название пошло от фамилии купцов Павловых, владельцев здешних земель. Когда в начале 20 века Харьков подступил к селению, оно стало Новой Павловкой, но потом первое слово как-то потерялось. Несложно догадаться, что соседняя территория, которая сегодня известна как Павлово поле, также была когда-то собственностью купцов Павловых. Официально в земельных документах район числился как полосная пустошь, но в обиходе уже тогда называлась Павловым полем. Район Москалевка назван именно в честь москалей. Эти земли тоже принадлежали Квиткам. Но в середине 19 века здесь стали нарезать участки отставным солдатам-рекрутам-москалям, которые отслужили положенные 25 лет и насобирали деньжат для мирной жизни. Про район Москалевка есть видео на канале, и не одно. Стоит обратить на них внимание. Рекомендую к просмотру.
Свои старые названия взяли в новую жизнь и другие поселения: Ивановка, Большая Даниловка, Сокольники. Хутор Шишкин стал впоследствии Шишковкой, а хутор Залютин – район Залютина. Кстати, удивительно, но новые территории в последний раз присоединили к Харькову достаточно давно, более 50 лет назад. Например, в 1963 году город приписал себе Жихарь и Большую Даниловку. С тех пор районов больше не стало, но застройка Харькова шла полным ходом. Померки происходят от слова «мера», а не «помереть» или «померкнуть». Оказывается, во времена не столь давние реликтовые леса района Померок доходили даже до нынешнего сада Шевченко. Но благодаря топорам и городским властям Померки оказались аж возле поселка Жуковского. Еще несколько районов Харькова получили имена из-за своего направления. Рогань – из-за дороги на поселение Большая Рогань. Салтовка из-за дороги в сторону Старого и Верхнего Салтова. Нынешнее Салтовское шоссе находится немного севернее старой дороги, давшей имя району, который начался активно застраиваться уже после 1920-х годов. Пожалуй, самый большой знак вопроса стоит напротив названия «Холодная гора». Гипотез на сей счет достаточно, но окончательной точки так и не поставили. Можно было бы провести аналогии с находящейся здесь тюрьмой, но название появилось еще в начале XIX века, когда ее и близко не было. Более правдоподобно выглядит версия климатического характера. Возможно, гора стала холодной из-за продувания ветрами и деревьев, дающих летнюю прохладу. По рассказам старожилов, Холодная гора была покрыта густым лесом, и в самый знойный день можно было пройти тенистыми тропинками, рассказывает историко-справочный путеводитель 1902 года «Харьков. Его прошлое и настоящее». В этой же книге содержится легендарная версия происхождения названия «Холодная гора». По народному преданию, на ее вершине жил когда-то выходец из-за Днепра, казак по прозвищу Холод, человек крутого нрава, богатый, нередко промышлявший разбоем. Холод был взят в плен татарами, имение его было разграблено, и в народной памяти осталось одно только имя его, перешедшее в название местности, где он жил. Название Лысая гора образовалось потому, что лес, прежде покрывавший ее в 1820-х годах, был продан местной помещицей на нужды строительства колокольни Успенского собора. Вырубленный лес шел на изготовление строительных лесов, а негодный в качестве деловой древесины употреблялся для обжига кирпича, который изготовляли тут же на кирпичном заводе в Савкином Яру. В результате вырубки гора полностью полысела, ничем не сдерживаемая горная вода начала регулярно затапливать подгорные села Ивановку и Панасовку. Наводнения прекратились лишь после проведения дренажных работ при прокладке железнодорожного полотна в 1860-1870 годах. Восточный склон горы начал заселяться приблизительно с 1840-х годов представителями харьковской бедноты, которая была не в состоянии поддерживать внешний вид своих жилищ в виде, соответствующем губернскому центру. Позднее, в 1870-1890-х годах, застройка Лысой горы пошла интенсивнее. В связи с пуском Курско-Харьковской железной дороги там стали селиться железнодорожные служащие и рабочие депо. В конце 1880-х на Лысой горе появляется кладбище, которое существует и поныне. Позже, в 1898-1912 годах, по улице Куриловской была построена церковь во имя Казанской иконы Божьей Матери, действующая и сейчас. Интересна история Новой Баварии. В 1872 году под Харьковом немцы построили пивной завод.
Сначала в честь Малой Родины они стали называть поселение вокруг предприятия Новой Баварией, а позже люди перенесли имя на расположенную рядом железнодорожную станцию и весь район. В 1927 году местные власти пытались переименовать станцию и район Новая Бавария в Красную Баварию, но затея с треском провалилась, коммунистическое название в народе не прижилось. Район Рашкина-Дача также косвенно связан с Германией. Территория названа так в честь человека по фамилии Рашке, харьковчанина немецкого происхождения. Как ни странно, часть города, считающаяся эпицентром жизни мегаполиса, исторического названия не имеет. Как объяснили представители городской топонимической комиссии, на самом деле такие названия были, но они как-то незаметно ушли из лексикона и не прижились. Район улиц Кузнечной и Кооперативной был Подолом. Район Благовещенской церкви назывался Залопанью, а территория за Харьковским мостом – за Харьков. Ноу-хау под названием «микрорайон» начали внедрять именно с Харькова. Уже потом идею подхватили в других городах. Микрорайоном именовали крупный самодостаточный жилмассив, где изначально проектировались объекты соцкультбыта. Раньше названия районов и микрорайонов особым креативом не блистали и были номерными. Потом от нумерации отказались. Так появился и район Горизонт, который, согласно проектной документации, возводился как микрорайоны Горизонт-1, Горизонт-2 и так далее. На Северной Салтовке были несколько пронумерованных северных. А вот район между Северной Салтовкой и окружной дорогой, планируемой как Околица-1 и Околица-2, так и остался на бумаге. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки под видео. Благодарю вас всех за просмотр. Всегда ваш Алекс Моторный. До новых встреч!